шейха Абдулла ибн Джарилля рахимахуллаху та'аля. Будем читать вопросы и читать его же ответы. Шейх говорит, баракаллаху фикум, то есть первая тема, что такое единобожие. Ма мауду' китаб ат-таухид, какова тема книги единобожия. Шейх отвечает: баяну ма ба'афа Аллаху бихи русуляху мин ат-таухид аль-улюхия валь-ибада биль-адилляти мин аль-китаби ва-сунна. Разъяснение того, с чем Всевышний Аллах Субхану ва Тааля послал своих посланников. Имеется в виду с таухидом улюхия, с таухидом поклонения. И доводы на это из Корана и Сунны. وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر وينافيه كماله واجب من الشرك الأصغر ونحوه. И также в этой книге разбирается все то, что противоречит таухиду, а это большой ширк, или же то, что противоречит его обязательной полноте, а это маленький ширк и тому подобное. وما يقرب إلى ذلك وما يوصل إليه. И все, что может приблизить человека к большому ширку или к маленькому ширку, баракаллаху фикум, или что может стать причиной для этого. Следующий вопрос, баракаллаху фикум, арриф ат-таухид вазкур анва'уху ма ат-та'риф ли кулли нау. Расскажи, что такое таухид, или же дай определение термину таухид. И расскажи о его разновидности. О его разновидности с упоминанием определения каждой разновидности. وَبَيَانَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْمُشْرِكُونَ وَالَّذِي جَحَدُوهُ. А какие вопросы они отрицали, или что из единобожия они не приняли. Шейх говорит, баракаллаху фикум, ат-таухид хуа ифраду Аллахи субханаху биль-ибадати ва анва'уху саляф. Единобожие – это уединение Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля в поклонении Ему. И три вида есть у нас единобожия. Также, баракаллаху фикум, я скажу от себя, баракаллаху фикум, то, что некоторые ученые немножко другое определение дают, и может быть другое определение более точно. Они говорят ат-таухиду ифраду Аллахи бима яхтассу бихи. Уединение Аллаха в том, чего достоин только Он, Субхану ва Тааля. И шейх говорит анва'уху саляфа. Три вида у нас есть таухида. Таухид ар-рубубия, ва хуа аль-илму валь-и'тикад би анна Аллаха хуа аль-мутафарриду биль-халqи валь-ризqи валь-тадбир, ва хаза ан-нау аллази акарра бихи мушрикун, ва лам юдхилхум фил-ислам, ва далилу каулиху та'аля, ва лаин са'альтахум ман халака ас-самаа, ва лаин са'альтахум ман халакахум ла якулунна Аллах. Таухид рубубия, то есть единство Аллаха Субхану ва Тааля в Его господстве, что значит? Это знание и убеждение в том, что один Всевышний Аллах Субхану ва Тааля является Создателем. Только один Он, Субхану ва Тааля, наделяет уделом. Не государство, братья и сестры, не казна, не богатые, не миллионеры, ни папа, ни мама, ни муж, ни ребенок, никто. Кто? Аллах Субхану ва Тааля. Вот это вот наше убеждение должно быть. Вот тадбир управляет всем Всевышний Аллах. Все, что происходит с нами, будь это на наш взгляд хорошим, или будь это на наш взгляд чем-то плохим, всем этим управляет Аллах Субхану ва Тааля, потому что Он Роб, Господь миров Субхану ва Тааля. وَهَذَا النَّوْ قَدْ أَقَرَّ بِهِ الْمُشْرِكُونَ. И с этим видом согласились многобожники. وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ. И при этом вот это убеждение, то есть вот эти убеждения в том, что один Всевышний Аллах Создатель, то, что один Всевышний Аллах Субхану ва Тааля наделяющий уделом, то, что один Всевышний Аллах Субхану ва Тааля всем управляет, этот вид таухида и признание ими этого вида таухида не ввело их в ислам. Значит, когда говорят про человека, верующий он или неверующий, просто верить в наличие Господа, в том, что Он Создатель и управляющий и так далее, это не делает человека верующим, который спасет его от вечного пребывания в аду. Вот далилю каулиху та'аля, то есть доводом на то, что многобожники согласились с этим видом единобожия, слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, ва лаин са'альтахум, если ты их спросишь, ман халякахум, кто их создал, то есть многобожникам, ля якулюна Аллах, они говорят, что их создал один Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Ат-тани, второй вид таухида, ат-таухиду асма ва сифат. Единство Аллаха в Его именах и Его атрибутах. Ва хуа ан юсафа Аллаху бима васафа бихи нафсаху фи китабихи, ау васафа бихи расулиху аля ваджи ляйкин, би'азаматихи ва джалялихи. А это описание Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля тем, чем Он сам себя описал Субхану ва Тааля в своей книге, или же Его посланник, саллаллаху алейхи вассаляма, в сунне, таким описанием, как подобает Его величию Субхану ва Тааля.
И с этим видом таухида согласились некоторые многобожники. Другие же отрицали либо по причине невежества, либо по причине баракалуфикум своего упорства. Третий вид таухида – ат-таухид аль-улюхия. Таухид улюхия, то есть право Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля на поклонение. Вагу ихласу ибадати лилля. А это искреннее поклонение одному Всевышнему Аллаху. Вахдаху ля шарика ля. Он один единственный достоин поклонения. И нет ему сотоварищей в этом. Лягу джамиу анвауль ибада. Все виды поклонения надо посвящать или можно посвящать только одному Господу Субхану ва Тааля. Каль-махабба, будь это любовь. Валь-хауф, страх. Валь-раджа, надежда, вот таваккуль, упование, вот дуа, обращаться с дуа, и другие разные виды поклонения. Вот это и есть тот вид единобожия, который отрицали многобожники. И вот об этом мы будем говорить в этой книге. Валлаху алям. Следующий вопрос, баракаллаху фикум, кам аркану таухид аль-улюхия ва магия. Сколько столпов у таухида аль-улюхия и какие это столпы? Шейх говорит, баракаллаху фикум, два столпа. Первый сидк, второй аль-ихлас, то есть правдивость и искренность. Валлаху алям. Следующий вопрос, баракаллаху фикум, шейх говорит, маль хикмату фи халькаль джилли валь джинни валь инси ва маддалиль. В чем мудрость создания джиннов и людей и что на это указывает? То есть что является доводом на ту мудрость людей? Ибадатуллахи вахдаху ля шарика ля. Это поклонение одному Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, нет ему сотоварища. Вот далилю каулю тааля, доводом тому являются слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля: «Ва ма халякатуль джинна валь инса илля лиябудун». Я создал джиннов и людей только для поклонения. Господь на каком-то предприятии нанимаешь себе работника, валлилляхи масалля аля, Аллах лучше, чем все эти примеры, и говоришь этому работнику: я нанимаю тебя шофером. И этот шофер приходит и влазит в бухгалтерские дела. Ты что ему говоришь? Ты что, с ума сошел? Я тебя нанял шофером, ты зачем лезешь в бухгалтерию? Ты зачем лезешь в бухгалтерию? Если ты еще раз так сделаешь, я с тобой так-то, 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 или, может быть, сразу его уволишь. Валлилляхи масалля аля, Аллах лучше, чем все эти поклонения. Всевышний Господь, братья, создал нас и сестры, создал нас для поклонения одному Ему Субхану ва Тааля. Больше ничего мы не должны делать. И наша жизнь должна быть посвящена только этому. То есть, поклоняемся Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля день и ночь. И даже если мы что-то делаем из того, о чем мы думаем, что это не поклонение, как, допустим, сон, принятие пищи, близость с супругами, детей рожать, все это надо делать с намерением ради Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И поэтому Абдулла ибн Мас'уд говорил, что я надеюсь на награду за свой сон, точно так же, как надеюсь на награду за свое ночное стояние. То есть ложился спать. Почему с надеждой на награду? Чтобы отдохнуть, набраться силы, проснуться и поклоняться Господу. Почему надо поклоняться Господу? Потому что Аллах нас только для этого и создал. И вот чем больше человек, баракаллаху фикум, часов своей сознательной жизни, то есть мы не говорим, когда уже человек совсем спит, потому что Пророк сам сказал: поднято перо, и троим грехи не записывается, один из них спящий, пока не проснется. Вот все свое сознательное пребывание в течение суток, и чем больше оно у тебя будет посвящено поклонению Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, тем больше ты подходишь под этот аят: «Ва ма халякуль джинна валь инса илля лиябудун». Чем ты дальше от этого, тем ты дальше будешь от целей, за которые создал тебя Господь Субхану ва Тааля, и, соответственно, воздаяние или же наказание будет соответствие твоей близости или же отдаленности от этой цели. Аллаху алям. Следующий вопрос, баракаллаху фикум, ма ма'на хазил ая? Что значит этот аят, говорит шейх? Джаваб, ответ: ахбар Аллаху та'аля аннаху ма ауджада аль-джинна валь инса ли ибадатихи. Ответ: то, что Всевышний Аллах создал джиннов и людей только по одной причине, а это поклонение Ему Субхану ва Тааля. Та'атуху бимтithали ма амара ва ijtinабу ма наган. Что значит поклоняться Ему? Выполнять все, что Он приказал, и сторониться всего того, что Он запретил. Аллаху алям. Следующий вопрос задает шейх и говорит: магиль ибадату люгатан ва шар'ан. Что такое поклонение? То есть дай определение слову поклонение. То есть Аллах Субхану ва Тааля создал нас, людей и джиннов, для поклонения. Что такое поклонение? Дай ему определение языковое и терминология. То есть в терминологии что значит поклонение?
Что касается баракалуфикум языкового значения арабского слова аль-ибада, то это говорят зуль валь худо, то есть можно так перевести условно как смирение. Вот шар'ан, что касается терминологии в шариате, то есть зачем нас создал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля для поклонения. Хорошо, я понял, что Господь меня создал для поклонения. А как мне поклоняться? И вот ученые говорят, что поклонение. Исмун джамиун ликулли ма юхиббуху Аллаху мин аль-аквали, будь это слова, валь а'мали, будь это дела, а-захира, будь это явные слова и дела, будь это скрытые слова и дела, то есть как слово сердца или же дела сердец. Баракаллаху фикум, валлаху а'лям.